Привет, друзья! Сегодня в редакции премьера фильма Карины Мухутдиновой, который она снимала почти весь прошлый год. Начинался он как история о нестандартных молодых людях, которые выражают себя, свою гражданскую позицию в ярких перформансах и акциях, для большинства людей непонятных и чуждых. Собственно, под этим названием «акционисты» они и вошли в современный лексикон. Самая памятная их акция, с которой во многом все началось, это панк-молебен в храме Христа Спасителя, после которой участницы Pussy Riot получили 2 года колонии. И это было тогда целым событием, если помните. Срок оказался слишком серьезным. Сейчас же за акции куда меньшего масштаба грозит куда больше. И ситуация изменилась не только за эти 10 лет, даже за те несколько месяцев, которые Карина снимала свой фильм. Потому что из возмутителей спокойствия, перформеров, хулиганов, кому как нравится больше, эти люди превратились в таких полноформатных врагов государства. Несколько участников Pussy Riot под занавес года стали иностранными агентами, некоторые мигрантами и даже разыскиваемыми по уголовному делу. Есть ощущение, что с акционизмом в России решено покончить раз и навсегда. А по какому поводу вы меня задерживаете? Вообще, занимаясь политическим акционизмом, ты допускаешь этого. Но, более того, меня пытались убить. Нам угрожали, у меня была имитация расстрела. Мы разожгли костер напротив здания ФСБ. Акция против внутреннего человеческого страха. Если ты идешь что-то делать на Красной площади, готовься к худшему. Они стреляют на Красной площади, вешают флаги ЛГБТ на здании ФСБ, поджигают себя, выбегают на футбольное поле во время чемпионата мира, ходят по городу с привязанной к спине железной кроватью. Они пугают и провоцируют. Некоторые считают акционистов попросту сумасшедшими, другие – опасными преступниками. Их задерживают, объявляют федеральный розыск, заставляют уехать из страны. Но почему они так раздражают? Чем они живут? Как им удается вытворять все, что они делают? И главное, зачем им все это? Совокупно меня задержали 4 раза, и за решеткой я провела 35 дней. Когда я сидела в 4-й раз, мне казалось, что это никогда не закончится иногда. И я иногда просыпалась с мыслью о том, что это день сурка, и я в каком-то очень страшном трипе. Но начиная с мая месяца моя жизнь стала похожа на очень плохое кино, где ты балансируешь на грани какой-то истеричной комедии, потому что это все вообще просто театр абсурда, да? Но с элементами ужастика и триллера, и вообще кино, которое смотришь и ждешь очень плохого конца. Рано. Мы выходили из дома, на съемку Никину ехали. И на углу, на выходе уже на улицу из двора, 5 сотрудников зашли, сказали: пожалуйста, ваши документы. Ну и мы сразу поняли, в чем тут дело. Вот. Позвонил сразу адвокатам, и началась эта история. До свидания.
Отвратительная вещь. Ну, лучше, чем первый. Я уже научена горьким опытом, знаю, что бесполезно спрашивать у сотрудников полиции, что происходит, потому что даже если они знают, они тебе никогда не скажут правду, а скорее всего они не знают, потому что знает только старший. Нужно просто отобрать у меня телефон и засунуть в машину. Это место, по сути, одно из твоих акций. Да, там флагшток. Тогда школьница одна, я не помню где именно, подняла флаг во дворе школы, и вместо флага России она подняла флаг ЛГБТК. И, по-моему, директор ее школы назвала это диверсией. И мы как бы подумали о том, что это не настоящая диверсия, нужно сделать настоящую диверсию. Ну, сказали день рождения Путина, сказали, нужно украсить. Что украсть? Что вы вешаете? Мы пришли, вокруг были какие-то полицейские, но их было мало, и я забралась по стене, воткнула флаг, и в момент, когда я там уже висела, я подумала, что все, сейчас меня завинтят точно прямо сейчас и начнут бить прикладами по голове, потому что это святое место, это та символика, которую они на дух не переносят. На самом деле вакционизм — это одна из самых крутых штук. То есть люди, у которых системное мышление, они же вообще не подключаются. Когда происходит что-то странное, мне кажется, у них просто происходит какой-то сбой в системе, и там 404 ошибка. То есть они стояли, они смотрели, но они не знали, как действовать. Во-первых, наверное, потому что не было старшего, который скажет, что делать. Во-вторых, не каждый день девочки по стенам здания ФСБ лазят, да, и поэтому они не понимали, что происходит, и ничего с этим не сделали. Одним из главных фильмов прошлого года можно смело назвать «Дюну» Дэни Вильнёва. Я лично считаю, что это самая убедительная попытка создания новой, реалистичной, глубокой киновселенной. За последние годы так уж точно. Но тут, конечно, надо отметить, что сама по себе вселенная «Дюны» существует довольно давно. Оригинальный роман Фрэнка Герберта вышел еще в середине 60-х. А потом были романы продолжения, были компьютерные игры, были даже экранизации не слишком успешные. Но честно признаться, я про вселенную «Дюны» до прошлого года не знал. Это ли не повод восполнить пробел и прочитать саму книгу? Вот мне будет чем себя занять в ожидании следующего фильма. А прочитать или послушать книгу «Дюна» удобнее всего в мобильном приложении Litres, ведь это крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России, в каталоге более 1 миллиона произведений. А еще удобный поиск, крутые персональные подборки и абонемент, с которым вы сможете получать по 3 книги каждый месяц. Одну из основного каталога стоимостью до 600 рублей и 2 из персональной подборки. В обычные дни абонемент стоит 299 рублей, но сейчас по промокоду «Пивоваров22» вы можете оформить его всего за 1 рубль. Это действительно выгодное предложение, учитывая, что выбранные книги останутся с вами навсегда. Переходите по ссылке в описании, оформляйте абонемент в Litres, чтобы вернуть себе привычку читать. С Litres вся сила книг у вас в руках. Сегодня девочка, которая со мной работает художником на моем фильме, передавала мне, одежду и говорит: «Ника, так сегодня же День России, как же вы будете сниматься?» И я на секунду такая: ага, садиться я сейчас вообще не готова. То есть на День России меня просто не принимали никогда, но из-за того, что есть эта ситуация с недавней посадкой, пока я ехала до вас, я немножко задумалась о том, что что-то может произойти. Но я просто пытаюсь гнать от себя эти мысли, потому что я не хочу, чтобы они случались. Друзья мои,
Классика. Я в классе. Спасибо. А по какому поводу вы меня задерживаете? А по какому поводу вы меня задерживаете? Курение у нас запрещено в общественных местах. Да, пожалуйста, я не курю. Мне кажется, что меня, ну вот за все то время, что я занимаюсь акционистскими практиками и тоже какой-то просветительской работой, ну, мне кажется, меня задерживали больше 10, наверное, раз. Ровно поэтому я всегда практически уверена, что да, кажется, это пришли за мной, да, сейчас что-то начнется. Ну, чаще всего так и происходит. Когда я ходила с кроватью и, в общем-то, повторяла какие-то наказательные практики, которым подвергаются дети в детских домах. Я с кроватью мыла полы возле памятника Марксу. Собственно, я решила использовать такой наказательный элемент, как уборка. Да, детей очень часто заставляют в неудобных каких-то позах мыть полы. И я, в общем-то, наперевес с этой кроватью мыла полы возле памятника Карлу Марксу. И за мной очень долго наблюдал какой-то мужчина, и сначала он крикнул мне: «Ах, вы либерасты проклятые!». В какой-то момент он стал меня вот так вот отпихивать, я стала падать, и я замахнулась в ответ на него мокрой тряпкой, потому что, ну, как бы я поняла, что я сейчас упаду, и он в итоге в финале прям повалил меня на землю, и я упала с этой кроватью. Когда происходит задержание сейчас, сегодня, людям уже, они просто не успевают совершенно на это реагировать, у них это нигде не откладывается. И тут можно привести в пример, наверное, акции Павла Крисевича, да, то есть если бы они были там 4, 5, 6 лет назад, то гораздо больше внимания им было бы уделено, и их гораздо больше бы и чаще бы просто-напросто обсуждали. Я приехал в Москву, чтобы сходить на суды свои с университетом и что-нибудь сделать в свободное время. И сейчас я нахожусь как минимум в том районе, где я перекантовываюсь одно время в конспиративных целях. Я в Москву, как и всегда в последнее время, добирался попуткой, потому что когда ты занимаешься активизмом в России, ты не можешь спокойно кататься на поездах и на самолетах, потому что тебя встречают сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ на вокзалах, которые постоянно тебя докапывают, чтобы ты перестал заниматься своей деятельностью. Сейчас что-то мы охуели все в последний момент, как всегда. Ну это просто Конечно, все пока замечательно, мало ли. Ну, родителям, естественно, не нравится, что я делаю. Вот. И родителей жалко, конечно, очень сильно. Вода, пакеты, антисептик, маска. Ну, все взял, можно идти. Да, приветик. Грустный? Собачий? Нет, нормально. Я еду к тебе с сыром. Люблю тебя, вот что.
Они просто отчитываются перед своими начальниками и закрывают какие-то свои статистики. С ее стороны точно ничего не готовилось, поэтому просто перестраховаться, чемпионат мира, глупость, просто глупость. Что теперь на все крупные праздники что делать? После что? Сидеть дома? Не хочется. А ты представляешь сейчас свою жизнь вне России? Нет, абсолютно нет. Если вырвать себя из контекста, я лично не смогу ничего произвести. Мне важно быть здесь, чувствовать это, читать эти новости, видеть этих голубей или этих людей, поющих на улицах, этих, я не знаю, скейтеров на памятниках и так далее и тому подобное. Ты же всегда спрашиваешь у себя, готов я справляться с этим или нет. Допустим, в случае с Петей, я думаю, он задал себе вопрос, готов ли он сейчас ни за что сидеть какие-то сутки или терпеть еще какие-то больше репрессии, и ответ на него был отрицательным. Российская правоохранительная система, то, что она очень любит выстраивать по модели российского государства какие-то иерархические системы, она считает, что я такой руководитель такого политического современного искусства. И ешники это говорят откровенно. Когда мы с ними встречаемся, они такие дают понимать, что надо главным, как у них когда приходишь, нужно с кем-то главным поговорить. Да? Они как-то так ко мне относятся, потому что меня назначили сами внутри своей правоохранительной иерархии на эту роль. Такое ощущение, что немножко похоже на то, что происходило в 2012 году, как раз когда у нас тоже патриархия собирала был такой молебен в защиту веры. Когда в разгар процесса по Pussy Riot они у храма Христа Спасителя проводили такой 10-тысячный молебен в защиту веры. И публика очень похожа. А сколько ты здесь уже находишься? Сейчас же около месяца. Атмосфера принципиально поменялась, потому что произошли некоторые вещи, которые не происходили раньше много лет, и такой градус общественной жизни, он так сильно взвинтился. Это, конечно, очень сильно чувствуется. И именно, поскольку Ник такой один из самых известных участниц Pussy Riot, они раз за разом что-то происходит с Никой. Я придумала довольно классную акцию, как мне кажется, хорошую, и как мудрый человек, наученный опытом, решила обсудить ее с адвокатом. И то, что я могла о ней прочитать, там грозило бы максимум 15 суток и так далее. Но из-за того, что время сейчас такое, наш прекрасный адвокат сказал, что, вероятно, сейчас это до 5 лет лишения свободы. Но я считаю, что это должно быть последствием какого-то прям очень большого и важного художественного жеста. Чтобы когда я ехала в Мордовию, я думала, окей, это того стоило. Здорово! Да, все, своя жизнь. Василий. Что? Телефон. Господи. За такими акциями, конечно, всегда очень интересно наблюдать. Ты наблюдаешь за ними, как за каким-то кино. Эти власти, которые безнаказанно бьют и сажают в тюрьмы.
И очень важно сказать, что художники в данном случае представляются такими некими героями. То есть это люди, которые самоотверженно борются за какую-то справедливость. Это люди, которые действительно создают какие-то большие жесты. Они все время идут на риск. И вот во второй волне акционизма, да, в 2000-х, в начале 10-х как раз-таки формируется вот этот в массовом сознании образ акциониста, который, несмотря ни на что, он жертвует собой. Это такой обязательно мученик, это такой вот жертвенник, это тоже, конечно же, герой. И таким вот человеком не может быть каждый, да. Но мы, как художники, конца, да, 10-х годов, мы немножко переформатируем действия, и нам очень важно не являться зрителем в позиции вот таких вот жертвенников и героев, а нам действительно очень важно создавать пространство диалога, потому что мы понимаем прекрасно, что сейчас уже не то чтобы задержаниями никого не удивишь, люди максимально устали от задержаний. Ты будешь ходить, как Катрин Ненашева, месяц с кроватью в поддержку психических больных. Будешь ходить и будешь. Психбольным, может, поможешь парочке? Поможешь. То есть это уже максимально эгоистично, потому что вот этот вот протест ради протеста в социальном плане, он ушел. Все, сейчас уже только может быть политический протест серьезный, за которым акционист выступает острием протеста, самый активный постреволюционер, который ведет за собой людей и показывает всем остальным обывателям, что происходит в стране на самом деле. И Павленский эту штуку возвел в абсолют просто потому, что он стал культурным феноменом после своей фиксации. Все теперь вспоминают, что вот он прибил яйца на Красной площади. Но ты же понимаешь, что большое количество людей считает его сумасшедшим? Есть такое. Я не отрицаю, что он сумасшедший. Просто вот все, что не происходит, у людей на все реакция, что посмотрите, какие они сумасшедшие. Да? Когда современное искусство как концепт начало складываться на переломе 19 и 20 века, и когда Пикассо и все остальные они выставляли свои произведения, люди гораздо больше возмущались и негодовали. Там же были в Париже были просто какие-то попытки сорвать выставки, нападать на людей, которые туда приходили и так далее. То есть людям все отличное от какого-то стандартного канона кажется таким ненормальным, безумным и сумасшедшим. Это совершенно естественная, нормальная реакция. На самом деле, в Европе, в Америке искусство на улице — это художник на улице, перформер на улице. Это совершенно нормальная история. В России с этим гораздо все проблемнее, и как раз-таки мне очень хочется продолжать выходить на улицу, да, как-то немножечко вот это пространство обретать уличное для себя, для того, чтобы другие люди в него включались и понимали, что в акционизме нет ничего такого страшного, нет ничего такого отталкивающего, потому что у многих тоже есть такая мысль, что вот акционизм — это ужас, кошмар, и вообще это вот искусство, которое какое-то неживое и не про людей вообще. «Война в Берлине». Скандальная российская арт-группа станет сокуратором одного из самых престижных событий в современном искусстве – Берлинской биеннале. Совсем недавно против них прекратили уголовное дело за экстремизм из-за другой акции «Дворцовый переворот», когда, напомню, активисты войны переворачивали милицейские тогда еще машины. То, что делала арт-группа «Война», было возможно только в нулевых? Да. Они переворачивали ментовские машины. Так что да. Мента поцелуешь — нападение. 318 статья. За хуй на мосту, наверное, чуть-чуть сядет. Хотя, может быть, и не чуть-чуть, уголовка. За штурм Белого дома сядет. За повешение геев-таджиков сядет. Путин просто возмущался, что за такие вещи никого не сажали в 2008 году. Он это говорил непосредственно. Почему наши правоохранительные органы тогда еще не присмотрелись к этому? Мне кажется, что уже тогда власти должны были бы обратить на это внимание. После этого они устроили сеанс группового секса в публичном месте.
Но мне кажется, нет прецедента вообще в мировой истории, чтобы лидер какого-либо большого государства описывал произведение акционизма или современного искусства. Да? Но никогда там американский президент или какие-то еще лидеры там не описывали какие-то произведения акционизма. А Путин вот просто несколько акций в лицах и красках расписал. То, что они сделали в одном храме, потом перебрались в другой храм, и там устроили еще один шабаш. Акция, в храме Христа Спасителя вот абсолютно идеально получилось функционировать в 2012 году и как бы вообще непредставимо сейчас. 2 года колонии, таков приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Вы не жалеете, что сделали тогда в храме? Нет, я не жалею. Как можно жалеть об этом? Российские СМИ, российская государственная пропаганда, когда представила нас какими-то кощунницами, хулиганками и всем прочим. На деле же это была ироническая, в общем, веселая, но при этом отчаянная такая акция. Это было, скажем, крик души, такой политический, который при этом был совершен в таком ироническом, веселом ключе. И в этом не было того драматизма, который этому был придан после, потому что показывали, вырвали какие-то куски, не показывали всю песню, смысл песни полностью терялся, и не говорили о том, что песня называется «Покажите Путину, прогони». Процессы приговора вызвали широкий общественный резонанс во всем мире. Во многих городах состоялись уличные акции солидарности с участницами группы. Ну а теперь тебе кажется, что если бы не арест, акция не была бы такой громкой, какой она была? Акция, она полностью состоит из арест, и суд, и процесс, и общественная кампания, и все эти западные звезды, и все, и реакция. Это все как бы часть акции, она как бы так достраивалась и постоянно происходила с каждым днем. Но это не ради этого делалось. И к тому же как бы годы жизни очень сложно конвертировать на что угодно. Все-таки девчонки провели почти 2 года в тюрьме. И как-то это вообще такие долгий и сложный срок. И не то, что ты такой, посижу чуть-чуть в тюрьме, и потом как бы будет Мадонна. Но это не работает так. Группа Pussy Riot повесили баннер на мосту рядом с храмом Христа Спасителя. И у моих знакомых, в которых я вписывался, включилась яркая паранойя на все, что может быть подозрительным. И они меня на 2 суток заперли в квартире и никуда не выпускали. Короче, очень тяжело, все какие-то палки в колеса вставляют. Еще и в тот день был день рождения у мамы. И я никак не мог накосячить очень сильно в этот день. Ты родился в Питере, в спальном районе обычно? Ну да, на Ржевке Пороховых я родился. Это самый восток города. Прям в самой близости от кольцевой автодороги. Веселый, в общем, район был. В 90-е там людей убивали, никто там жить не хотел, метро не было рядом. А сейчас прекрасный спальный район, потому что все, кто буянил тогда, они либо спились, либо остепенились. Ты родился в 2000 году? Да, в 2000. Ты в детстве играл с детьми Ротенберга? Есть такое. То есть там... у меня дача в Токсово. Прямо напротив нашей дачи дача Ротенбергов. И семья моя дружит с ними по спортивной линии. Но у меня дед просто, дедушка, спортом занимался именно серьезным. То есть он там тренером в «Зените», в ЦСКА был. Он там с Мутко, со всякими вот этими ребятами. Он провластно меня пытается из всего этого вытянуть. Ругает, но уже ясно, что никто меня не переубедит в целом. Я родилась в Краснодаре и жила там до 18 лет.
Вообще я очень хотела быть журналисткой. То есть как только я видела, когда кого-то обижают, когда кого-то угнетают, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, я никогда не могла молчать. Я родилась в Подмосковье, потому что моя семья тогда жила за городом, потому что мой папа был, что вообще удивительно, был главой администрации в том месте, где мы жили. И нам нужно было жить за городом. Я родилась там и росла до 6 лет. У меня были очень напряженные отношения с учителями. Я даже дралась однажды с учительницей. Довольно... Да. Дралась с учительницей? Да. Вот у нас вот так. У нас как бы драться с детьми – это нормально. Нормально детей максимально опускать. Совершенно нормально быть как бы абсолютно жестокими. Я поменяла 9 школ, потому что мы решали проблему сложностей новой школы, потому что меня либо не любили учителя, либо меня не любили дети. И мы решали проблему так, что мы просто уходили из школы в школу. Первый раз я попала в полицию в 7 классе. Это было совершенно не клево, и это как раз было проявление вот этой кубанскости со стороны сотрудницы полиции. В общем-то, мы сидели в центре города, у нас в Краснодаре есть такое место, называется «Проститутка». Мы сидели там, разговаривали, ну и с девчонками тоже. И как-то так получилось, что мы там то ли шумно это делали, то ли что-то еще. Но я вообще люблю как бы громко поговорить, как-то, в общем, поэмоциональничать. Вот. И к нам, собственно, подошла сотрудница полиции, даже не одна, их было несколько, и они стали, довольно хамски с нами разговаривать и говорить, что сейчас мы как бы, отведем вас в отдел по делам несовершеннолетних. У меня была выстроена очень четкая система наказаний. Там с 9 класса я была отличницей круглой. Если я приносила 4, мне нельзя было выходить из дома 2 недели. И да, я выбрала самых плохих ребят, которых только можно было выбрать. Но они были честные и искренние. Это были футбольные фанаты и байкеры. Я как раз тогда ушла из дома в 10 классе, начала с ними бесконечно тусоваться. Вот. Как-то там было бесконечное толкание гашиша между друг другом, как раз-таки драки какие-то. Вот, я, начала общаться с ними, начала прям, жить вместе с ними, со всеми, вот, как-то так в одном кругу, вот. Ты же создала комсомол в свое время? Да, было дело. В Петербурге было 30 человек. Мы там пикеты проводили, в митингах участвовали. Тогда еще можно было в пикетах стоять и в митингах участвовать. Ты коммунист? Тогда был, да, сейчас я анархокоммунист. То есть государство либо должно быть до минимума иметь рычаги для общества, либо вообще его не должно быть, и должны жить в коммунах, в полной свободе. Марксизм круто, все. Я учу марксизм. И мама сказала: дочь, тебе нужно идти учиться. А мне было абсолютно пофигу. Я говорю: мам, куда хочешь, дай пойду учиться. Я так себе сдала ЕГЭ, и поэтому мама решила, что Плехановка – это куда надо идти. Но я закончила ходить на 2 курсе, когда познакомилась с Петей. Мы посуществовали какое-то время вместе. И он сказал мне первый, и за что я ему дико благодарна, что ты, занимаешься не тем. Как вы познакомились с Петей? На переходе с Павелецкой, с Кольцевой на Зеленую увидела, что за мной активно идет какой-то человек. И мы стояли в вагоне. И знаешь, всегда у девушки есть эта история, что если с тобой хотят познакомиться, ты это видишь. Мне просто понравилась Ника, я подошел к ней и в вагоне метро, и она читала какой-то реферат по психологии. Держала в руке доклад Алана Пиза про какой-то язык жестов. Который написала, я придумал что-то насчет этого реферата и так заговорил с ней. Я подумала: господи, как он странно разговаривает, он, наверное, гей. У меня тогда были очень странные, дурацкие представления о геях. Да, возможно. Но мне иногда бывает такая странная манера речи, поэтому, возможно, это... Да, и мы поговорили, и я дала ему номер, и потеряла телефон на следующий день вместе с симкой. А он как-то нашел меня, связав мой номер телефона со страницей ВКонтакте, и написал мне ВКонтакте. Но это было под каким-то псевдонимом тайным, и это было невозможно сделать, но я это сделал. И я такая: черт, в смысле, ты что, работаешь в КГБ, откуда ты это знаешь? Я начал смотреть какие-то группы студентов этого факультета, провел такую полноценную расследовательскую работу и написал ей. Я тогда вообще ничего не знала про искусство, я не знала, кто такие Посирает.
Я вообще просто была абсолютно чистый лист. И как бы он начал мне обо всем об этом рассказывать. Мне стало настолько интересно, я поняла, что это настолько... Я еще не понимала, что это есть такое, но я понимала, что я туда хочу. Ну, в целом, да, это политическое было как бы для нее такой совершенно незнакомой сферой. Но, опять же, она очень умный и восприимчивый и глубокий человек. Конечно, она как бы все прекрасно понимала, как это и должно быть. Было лето чемпионата мира. Там были полицейские, которые не разрешали русским танцевать на улицах, потому что иностранцам можно, а русским нельзя. И это был такой адский внутренний протест, что вот тогда... я сказала Пете, что Петя рассказывал мне про акцию на ЧМ, которая там была немножко в другом виде. У меня не было идеи звать ее из каких-то соображений безопасности, из-за того, что она все-таки никогда не участвовала в каких-то таких акционистских мероприятиях такого рода. Но потом она сказала, что вот я хочу участвовать. И Петя провел со мной там долгий диалог о том, что ты понимаешь последствия и так далее и тому подобное. Я супер сразу поняла все про последствия. И я была, кстати, готова даже на гораздо больший срок, чем 15 суток. Вот. Купили билеты, и все было очень, на самом деле, просто. Форма была... у нас был, конечно, план рассказать всем, что, если что, мы из театральной студии и так далее и тому подобное. Ведь, на самом деле, не было такого пристального внимания к полицейской форме, мне кажется, до нашей акции. Как говорит, совершенно точно говорит Владимир Владимирович Путин, который таким образом иллюстрировал, объяснял журналистам, откуда у вежливых людей в Крыму военной формы, говорил, даже в любом военторге продается. Пойдите в магазин вот у нас, и вы купите там любую форму. Это совершенно справедливо, Владимир Владимирович прав. Действительно, и также полицейская форма продается в любом магазине. И, пожалуйста, приходи и покупай. Мы просто завалили ее бесконечным количеством батончиков Сникерс, Марс и Твикс. И она была вперемешке в каких-то шоперах. И нас всех абсолютно спокойно пропустили. Было, конечно, такое гнетущее ощущение, что вот где-то не получится. Слишком много денег вложено в безопасность, слишком много ментов, спецслужб, ФСБ, ФСО, там Путин, Макрон, глава Хорватии, главы Саудовской Аравии, огромное количество лидеров, других и так далее. Было ощущение, что где-то что-то не получится, но получилось. Первый тайм вы отсидели на трибуне? Да. А потом? А потом мы пошли в туалет, все дружно переоделись и встретились уже в форме. Дорогой друг, ты, наверное, знаешь о том, что в России нет правового государства, и любой полицейский может просто так ворваться в твою жизнь. У нас было кодовое слово. Блин, надо спросить, я даже не помню, какое-то смешное, там, типа, томаты созрели или что-то подобное. И я должен был его сказать, когда мы стояли бы на кромке поля, прежде чем я его сказал бы, и мы бы все рванули уже на поле. Ты понимаешь, что мы стоим, я даже не верил в это, мы как бы прошли все кордоны в этой полицейской форме, все стюарды нам как послушно открыли все супер закрытые эти ворота, и между нами как бы футбольным полем никого нет, и вроде сейчас все должно получиться. И ты говоришь? Я говорю это слово, и перепрыгивают барьеры, и все начинают бежать по полю. Тут мы поняли, что что-то произошло, чего вообще-то не должно было произойти в этом мире, в принципе. И там было много. Мне кажется, именно поэтому я как бы увидела Мбаппе и решила, что срочно нужно дать ему 5, немедленно нужно взаимодействие, чтобы он порадовался за нас тоже. Я бежал в кепке, в полицейской фуражке. Мне созрело странное желание бросить вверх. Я взял фуражку, подбросил вверх и продолжил бежать дальше. Вот я не понимаю, почему мне возникло это желание. Потом меня догоняют, как-то валят, было вообще не больно. И если посмотреть фотографии, я абсолютно счастливая в руках у двух стюардов. Так вот медленно плыву по полю. Но, у меня было ощущение, что это все как бы игра и квест. И всем просто прикольно.
Я принимаю это как, собственно, жест, я понимаю, почему он был сделан, но у меня, например, к вот акции на футбольном поле, да, которая была в том числе посвящена Пригову, у меня очень много к ней вопросов, потому что, ну вот, например, ребята говорят, что они хотели привлечь внимание к там теме политзаключенных, но при всем при том, ну то есть конкретная, да, есть задача у этой акции, но при всем при том нигде вообще не было упомянуто никаких имен политзаключенных. Когда ребята выбегали на поле, у них тоже не было никаких объектов, которые бы показывали какие-то конкретные имена конкретных политзаключенных. Они не предложили всем тем, кто посмотрел акцию, пожертвовать, например, деньги в помощь политзаключенным, да, то есть людям не было предложено никакого действия, которое бы действительно могло бы, ну, как-то дать им возможность на что-то повлиять. Это очень важно. Мне, допустим, супер не близок какого-то рода буквализм. Вот, когда мы бы выбежали, порвали на себе рубашки, там были бы фотографии политзаключенных, и мы бы там баннеры растянули, еще и так далее. Вот это, наверное, не про меня, и, может быть, не про Петю тоже, не про других участников. Важная черта, чтобы это действительно считывалось людьми на том уровне понимания, который они хотят туда заложить. То есть, ну, понятно, что там творчество Пригова знакомо, ну, очень далеко не всем. Да, и, например, там вот какой-то московский круг концептуалистов, художников там, старшего поколения, там с большим восторгом восприняли именно там приговскую компоненту. Там любители футбола, такие, которые вообще ничего не знают и не понимают ни про акционизм, ни про современное искусство и так далее, они в этом восприняли такие: вау, это же как бы в традициях там великого английского футбола середины 70-х, о котором я вообще не знаю, например, ничего. Но вот они, казалось, они им в этом у них увиделась такая прекрасная традиция вот этих английских футбольных болельщиков, которые как бы делали разные безумные вещи в Англии 70-х, 80-х. Всегда же перед акцией планируешь, что будет потом. Да. Ну, то есть примерно какой срок, примерно какая статья. Всегда все это обговаривается, заранее проговаривается, артикулируется. В тот момент что артикулировалось? Ну что, мы получим 15 суток, как и произошло. Наручники мне сюда, на обоих! Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество? Я до этого с этим не сталкивалась. То есть сейчас, когда я попадаю условно в отдел, мне страшнее в 10 раз, потому что я уже знаю, как это работает. А тогда было абсолютно весело и задорно. Супер страшно стало, когда нас уже выпустили. А потом сразу забрали заново. И мы ждали дать еще 15 суток. Но почему-то внезапно судья направила материалы обратно в полицию, и нас освободили. И мы такие: вау, только 15 суток, и все, класс. Да, но потом это целый месяц прошел уже. Они задержали девушек, чтобы я мог провести много времени в здании суда, чтобы в здании суда можно было как бы меня мазнуть новичкообразным препаратом и отравить. Я пришла домой, и у Пети начали появляться признаки отравления. И да, это было супер страшно, потому что тут все вообще нет никаких правил игры. Это еще, ну, то есть именно в саму ночь отравления самое страшное было от того, что я не понимала, что происходит. А еще все бесконечно, естественно, из-за того, что его увезли в токсикологию, орали о том, что он наелся наркотиков, а я знаю, что Петя не употребляет наркотики. От этого было, типа, вдвойне странно. Меня начинает отказывать по частям, по очереди части тела, теряется фокус зрения, это очень странное ощущение. Ты понимаешь, что как бы у тебя глаза как бы как бинокль, который скручивают, ты перестаешь фокусировать. Ты не видишь свою ладонь, часы, телефон, потом как бы руки и ноги начинают странно себя вести, потом тебе очень плохо становится. Потом вот как Навальный описывал это ощущение, что ты как бы через 20 минут умрешь. Потому что твой мозг начинает обстреливаться какими-то частицами, и у тебя ощущение, что как бы, ну все, вот сейчас постепенно умираешь. И потом я подвожу его до больницы, его забирают за закрытые двери.
кладут на кушетку, и я слышу, что он кричит там, и я ничего не могу с этим сделать. И это был, да, просто какой-то ад. Если бы я был один, я бы не был в том состоянии, что можно было взять телефон и вызвать скорую. Более того, как бы я не мог сфокусироваться на телефоне даже. Это было невозможно. И поэтому как бы то, что была Ника, спасло мою жизнь. Это был очень страшный момент, когда ты не понимаешь, ему помогают или его убивают. Ну, когда уже стало понятно, что это типа отравление, это что-то извне. Это было ужасно, потому что ты знаешь, что он как бы в месте, где ему должны помогать, но каждую секунду ты думаешь о том, что вот прямо сейчас ему там отключают аппарат какой-то для жизнеобеспечения или просто делают что-то, что делает ему хуже. Все придумали, что его нужно вывозить, потому что, ну, тут непонятно. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, скорее всего, был отравлен. Об этом сообщили в берлинской клинике Шарите, куда перевезли российского активиста. Целый месяц прошел, в котором я ничего не помню. И вот как бы я открываю глаза и вижу, что меня... Понимаешь, что я плыву по какому-то белому коридору, и меня везут почему-то на какой-то кровати люди в военной форме черной. Я немножко привстаю и пытаюсь вообще понять, что происходит. И вот один из этих военных в маске и этой полной форме поворачивается ко мне и мне подмигивает. И в мозгу появляется такая надпись. Так вот, как выглядит загробный мир. Я не помню, кто мне рассказал, что пришло. Это, видимо, постепенно происходило, я уже не помню. Чувствовал себя очень хорошо, потому что я как бы пришел, ну, как чувствует человек, который выжил. Он такой, вау, классно, я выжил, зеленая трава, солнце. Нет у меня этих причинно-следственных связей, что сегодня Петю отравили, а завтра я перестану заниматься акционизмом, потому что могут отравить меня. Нет. Мы были в Израиле уже довольно долго, что-то начало перегорать. Ну, потому что мы были оба в отрыве от России, мы не могли вернуться еще какое-то время. Вот, в общем, окончательно наши пути разошлись этой зимой, на самом-то деле, а не тогда. Мы очень много общаемся. Конечно, каждый день, да. Кружочки в Телеграме с мемами, это же святое. Но, как правило, же так происходит, когда кто-то кому-то еще испытывает чувства, нет? Я думаю, что это просто вопрос, на который... Ну, это не мой вопрос, то есть я не могу на него ответить. Может быть, Петя сможет. Да, мне кажется, я люблю Нику, я могу сказать до сих пор. Ну, как бы я не стесняюсь этого, но в отношении любовь это часто не совпадающие вещи. Блин, ну типа я сейчас ревную больше, чем когда-то, но это все равно такой уровень ревности, который, ну, контролируемый. Это никогда это переходит в... Я вообще не перехожу в такой, ну, редко очень. Ты до сих пор себя считаешь Pussy Riot? Каждый может быть Pussy Riot, что вы знаете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Слушай, ну как сказать... Нет, это, безусловно, часть меня, потому что я делала как бы вещи внутри коллектива, и я супер там поддерживаю какие-то штуки. Я не знаю, ну то есть, блин, Хазган. Я тебе подарки принесу. Фу, блин, Рома, иди в жопу. Да. Sorry. Смешно, типа. Реально, очень. Еще шуток, может, расскажешь. У меня есть. Я чувствую себя одинокой внутри среды какой-то, потому что у нас, к сожалению, нет сейчас какого-то комьюнити, как было там 10 лет назад, художников и активистов.
И я чувствую довольно много одиночества в том, как я смотрю на мир. Я теряла друзей, да, и у меня были довольно сложные отношения с родителями. Они очень долгое время не принимали то, что я делаю. Бабушка с дедушкой до сих пор не знают особо, чем я занимаюсь. Как бы родители от них это скрывают. И вот это вот неприятие в семье, которое было сейчас, все, слава богу, немножечко меняется. Вот. Но вот это неприятие в семье и сложности, да, там, с поиском работы, сложности с поиском жилья. Далеко не все как бы люди готовы, да, действительно с тобой дружить. Ну, как бы есть, да, тоже такая история. Мама вообще в шоке была, когда я на мосту вешался в Троицком. Ей сказали, что я натурально повесился. И мама там чуть это... То есть маме тяжело было. И естественно, я понимаю, что такое переносить очень сложно. Но мне все-таки уже 20 лет. Я как-то это... отстраняюсь потихоньку и говорю маме: мам, все, я занимаюсь своей деятельностью, давайте жизнь семьи и моя жизнь, чтобы они не соприкасались, чтобы потом ни у кого последствий плохих не было. А ты чувствуешь себя одиноким? Нет. У меня есть близкий товарищ, близкая товарность. Ну, она стрит-арт-художница. Я не делаю постоянно стрит-арт, как делают мои друзья и соратники, например, которые позиционируют себя как художники, они выставляются в галереях, они пытаются постоянно рассказать о себе с помощью улиц. Вот. Я в этом плане просто реагирую на какие-то события в политической и социальной жизни страны. Вот. Ты познакомилась с Пашей после акции на Троицком мосту. Да, мне рассказали знакомые о том, что произошла вот эта акция, скинули мне Пашины контакты и сказали, что, возможно, мы найдем общий язык в нашем общем деле. Потому что всем казалось, что это именно тот человек, который мне нужен для того, чтобы дальше продолжать свою деятельность. И так и оказалось. Мы пришли на Троицкий мост, и казалось, что там ни камер, ни людей нету, всем все равно, прыгай с моста, что угодно делай. Мы просто встали к решетке, человек привязал к этой решетке трос, проходила какая-то женщина, начала нас спрашивать, типа: а что, вы прыгать собрались? Мы такие: нет, мы будем вешаться. Она такая: о, можно посмотреть? Мы такие: да. Вот. А потом я перелез. Человек начал за второй трос меня спускать. Когда он меня спустил, я отцепил карабин, он его поднял и ушел. Все, я просто висел там, покричал разок, когда корабль проплывал. А потом, когда я понял, что я вешу слишком долго, и у меня начала ногу перетягивать, она затекать начала, я решил, что все, я сейчас ножом беру, фигачу и падаю. Максимальный адреналин, когда я все сделаю. То есть это все, я откидываюсь, я все сделал. Все. Дальше дело журналистов. Акционист Павел Крисевич пытается через суд снова стать студентом. Из Российского университета дружбы народов его отчислили после акции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мы разожгли костер напротив здания ФСБ. Типа, можно сделать много чего, при этом не нарушая закон. Чтобы сделать акцию, которая длилась 6 минут, нам понадобилось 2 месяца. Мы все сделали. Мы к Никольской приехали на каршеринге с разобранным крестом. Вышли там, я его собрал болтами. И все, принесли. Знакомые раскидали эти папки. Я залез в него, продел руки в эти штуки, затянул их, естественно, и все. Ну, это минуты 2. Да, минуты 2, то есть это все очень быстро. И вас никто не остановил? Не, ФСОшники стояли у ЦИКа. Смотрели, что происходит, вообще всем все равно было.
кажется, многие сейчас смотрят на горящего Крисевича. Не горящего. И не прибитого. И не прибитого. Не текущего. И думают, вау, какой типа жест. А мне это кажется, типа, это просто смешно. А почему? Ну, потому что в этом нету как будто бы честности и нету какой-то визуальной крутости. Ну, то есть крутость же не в том, чтобы натащить много реквизита и там построить кино здесь. Это получается просто такой типа театр, но это не очень хороший. Все, кто так говорит, на самом деле, как сказать, очень любят критиковать, но никто не хочет и делать. Было бы другое бытие, у меня бы, наверное, какие-нибудь другие идеи для акции приходили, более мирные и более такие для искусства. Но я все-таки не партия мертвых, я не хочу остаться просто, чтобы искусство касалось только культурных брошюрок, а касалось в первую очередь и общества. Цветы, по большей части со Смоленского кладбища, собственно говоря, из мусорок, те, которые уже были никому не нужны. Они все такие уже пожухшие, конечно, пожившие, но нам как раз для акции хватит. Это ленты с венков, вот, любимой бабушки. Что тут еще? Родных. Видимо, от родных. Но я так понимаю, что эти ленты мы дадим свидетелям. Там еще будет массовка свидетелей. Мы решили вообще уйти из города на пустыри, кладбища и в леса. Медийный шум вызывает только задержание. Создается впечатление, как будто мы государство берем в свои сообщники, что ли. То есть наша акция как бы не важна. Да, государство становится как бы соавтором. Да, государство становится соавтором. И это на самом деле страшно. То есть я делаю акцию не потому, что я хочу сделать акцию, а потому что я хочу, чтобы меня задержали, стали опять же частью этой акции. Потому что, когда ты делаешь акцию, ты продумываешь это. То, что полицейские — это часть перформанса, это вообще зеркало эпохи самое понятное. Потому что в любом перформансе внезапно ты выставку художественную провел на улице, все, полицейские приезжают, все, они часть перформанса. Да, маски называйте. Маш, телефон. Друзья, все в порядке? Это какие-то пьяные мужчины. Да, нам Пушков на детском. Вот мы здесь сидим, проводим социальное мероприятие. Вообще-то даже как бы не особо про политику. Здесь бы и не было политики, не будь у нас такого государства. Мы бы говорили просто про сталкинг. Но и то, когда мы видим ментов на улице, мы думаем, о, это к нам. У меня будет история, наверное, не очень типичная, потому что, какого-то конкретного сталкинга в моей жизни не было, и скорее эта история будет про манию преследования. У меня стоит психиатрический диагноз, это посттравматическое стрессовое расстройство с маниакальными разными проявлениями. У меня действительно развилась мания преследования. И это связано с моим довольно длинным опытом задержаний и разного рода государственного насилия, которое происходило, и не государственного, которое происходило со мной последние несколько лет. Мания преследования у меня развилась после опыта, который случился в Донецкой Народной Республике в 2018 году. Меня вместе с моим товарищем там задержали и, собственно, нас отвезли в место, непонятно, что это вообще было. Была ночь допросов и пыток разного рода. Нам угрожали, у меня была имитация расстрела тогда, то есть меня хотели расстрелять, если я не скажу, почему я приехала. И, к сожалению, ребята никаким образом не верили, что мы приехали просто для того, чтобы узнать, что случилось в квартире родственников. Они были уверены, что мы хотим сделать какую-то акцию. Это был очень переломный для меня момент, потому что, когда я вернулась в Москву, мне стало казаться, что за мной следят, мне стало казаться, что
прямо здесь и сейчас ко мне обязательно ворвутся ОМОНовцы или полицейские и совершенно точно продолжат меня бить. В общем, был у меня прям такой очень конкретная триггерная такая сцена, где я сплю, например, или нахожусь в своей комнате и просто ни с того ни с сего как бы разрушая все вообще возможные границы, ко мне врывается наряд полиции, ОМОНа, силовиков, военных, в общем, каких-то людей, которые начинают меня избивать, и я совершенно ничего не могу сделать. Ну, у меня же как бы есть наркотическая история, довольно длительная и грустная во многом. И я просто перестала употреблять. И мое психологическое состояние в порядке. У меня сейчас, к сожалению, нет терапевта, но я обязательно к нему пойду, потому что мне нужно. И, допустим, там последние истории с резанием рук случались там, месяц назад, что для меня большой шаг вперед, потому что последний год я постоянно резалась. Одна из самых сложных таких вещей – это выгорание и это психическое состояние, потому что, конечно же, и жизнь в России влияет на наше психическое и психологическое состояние, и, конечно же, что тут скажешь, и акционизм, он тоже влияет на твое психологическое и психическое состояние. С работой тоже тяжело, и, собственно, последний вот сейчас раз я работала в Политехническом музее, и меня как раз-таки уволили просто потому, что некие позиции директора не совпадают с моими позициями. О каких позициях шла речь, я не поняла, но просто вот как бы мне сказали «пока». Как-то так это все происходит. Вы сейчас до сих пор пока с родителями живете? В Москве нет. В Москве. Короче, то с родителями, то не с родителями. Когда кушать хочу. Когда с родителями. Когда не хочу кушать, уже сам. А сколько тебе сейчас хватает на месяц? 15 тысяч рублей. Спокойно вообще. То есть тут же как, тут основные траты у меня даже не на еду, воду, а на расходники разных для мероприятий. Вот. И даже вот сейчас, когда я в Москву на 10 дней приехал, я приехал с 3000 рублями, мне до сих пор 1000 рублей остается, хотя уже 10 дней прошел. Ты где находишь средства для существования своего? Вот такой вопрос, на который я люблю отвечать. И не буду, в целом то тут, то там. Я могу писать какие-то тексты, могу сниматься иногда, могу еще что-то делать. Вот. С миру по нитке, как говорится. На что ты сейчас живешь? Есть целый ряд кинопроектов, которые происходят в основном в Америке. Есть ряд медийных проектов, которые происходят помимо медиазоны. Есть, к тому же, являюсь издателем медиазоны. И еще разные художественные вещи. То есть как бы целая такая плеяда активностей, довольно много приходится работать. Не потому что приходится, а просто потому что хочется. Когда автор перерастает определенную часть своей биографии, авторской, он становится уже общепринятым, входит в мейнстрим в том плане, что его творчеством уже просто интересуются различные коллекционеры, серьезные галереи. А когда ты андерграунд, ты в первую очередь идеологически фигачишь. Господи, это реально русское волшебство. 2 достаточно, нет? Или 3? Мне кажется, нет, потому что... нет, смотри, нам нужно вот так вот, и еще несколько в рот, как будто бы, нет? Давай возьмем 3. Я понимаю, мне не нравится вот эта штука. Надпись? Да. Хотя ее не будет видно, да, наверное? Мне кажется, она иногда не будет бросаться еще. Круто. Чуть пониже, нет? Нет, да. Надеюсь, нас посадят за оскорбление чувств верующих.
достаточно грустный крест. Но это будет читаться, если их будет много. И мне нравится. Мне нет. Нет, не вижу его. В 2011 году была задумка, сейчас не можно говорить, она была сорвана силовиками, которая заключалась в том, что мы собирались, активисты войны, собирались окружить Кремль такими вигвамами индейскими, пропитанными с тканью, как индейские шатры, пропитанные такой горючей жидкостью, которая в момент поджога создавала бы такой очень красивый и высокий костер. И вот издалека было бы ощущение, что Кремль объят такими прекрасными осадными огнями. Вот была такая затея такой акции. Но почему не получилось? Она сорвалась, и когда вот у нас был там грузовик, в котором везли эти палатки с горючей жидкостью, с этими тканями, и когда мы уже были готовы, как бы долго репетировали, группа активистов была готова бежать, их расставлять и делать акцию, стало понятно, мы везде увидели автобус с ОМОНом, людей в штатском, было понятно, что нас ждут. То есть кто-то слил акцию, наша система безопасности в тот момент дала течь. 2 часа 30 минут. Простите, наша путешествие по окончании экскурсии. Мы возвращаемся для себя на момент заслушки, станция метро За любые акции на Красной площади намного серьезнее судят, чем за что-то другое. Ну, Красная площадь — это всегда. Если ты идешь что-то делать на Красной площади, готовься к худшему. Ну и как бы Паша это знал. Это все знают. Должна была быть другая акция, но ему пришла в голову эта идея, и он сказал, что нужно делать пока горяченькое. Акционист Павел Крисевич застрелился на Красной площади. Суд в Москве должен избрать меру пресечения для акциониста Крисевича, который устроил фейковое самоубийство на Красной площади. Это картина Паши. У него вторая часть по статье, по 213 хулиганка. Вторая часть — это тяжкая часть этой статьи. Ну, по моим ощущениям и потому, как он... Мне нельзя ругаться матом. Потому как он сильно заебал ФСБ и как мы всех заебали. Ну, я думаю, 2 года ему могут дать. Ты вообще не знаешь, что будет, типа 7 лет лишения свободы, это максимальный срок. Если запрашивают настолько большой срок, то это значит, что если его будут сажать, то это будет не сильно меньше. Вот. Не обидно ли это за такую мелочь получить серьезный срок, на твой взгляд? Вообще, если честно, мы обсуждали с Пашей, именно так вопрос я ему ставила, не обидно ли ему будет. Он говорил, что нет, что ему не обидно, что он считает, что этого достаточно. Ну, в смысле, если вдруг он сядет, то, ну, значит сядет. Вот. Когда мы виделись перед тем, как он уехал в Москву, мы с ним решили, что самое важное — это то, что ты делаешь, то, что ты можешь получить удовольствие и как-то получить приятные эмоции от какого-то момента общения с близким к себе человеком. Что будет уже потом, это не совсем важно. Если у вас есть общие прекрасные воспоминания, то можно их хранить и радоваться тем, что они есть, а не задумываться о том, что ты кому-то делаешь больно или кто-то тебе делает больно. Это был наш, последний разговор.
Первый раз я подумала о том, что я хочу уехать, когда всех посадили по второму кругу. И стало понятно, что это будет бесконечный цикл. Если я не хочу провести, я не знаю, остаток лета или остаток года или остаток жизни в спецприемнике, потому что стало понятно, что они могут это делать, им вообще не нужны никакие причины. Ну, то есть причины в их голове есть, но им без разницы, они просто пишут лживый рапорт, и судья на основании этого выносит решение. Вот. Когда я поняла, что это так и будет, я решила уехать из России. Ты чувствуешь себя здесь в безопасности? Да, пожалуйста, можно прислать сюда агента, и он тебя пристрелит прекрасным грузинским вечером в дачном Тбилиси. Ну ничего ты с этим не сделаешь. Хоть у тебя там 5 джипов охраны будет, тоже ничего не сделаешь. Но просто в России мы просить какие-то нервные вещи, ну как вот есть какой-то назойливый родственник. А также могут более неприятно, что тебя там задерживают какие-то менты, и такой, блин, я сегодня собирался там в кино пойти, тебе нужно весь вечер в ОВД сидеть. И там еще 15 суток. Вот это просто раздражает. А опасности я, безусловно, не чувствую. Когда мы с тобой записывали интервью в Москве, ты говорила, что без России заплесневеешь. С гораздо большей вероятностью я заплесневею, если буду бесконечно сидеть в спецприемнике. И да, это большая проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении месяца, в котором мы тут находимся. Каждое утро ты просыпаешься и думаешь, блин, это не мой контекст, блин, это не моя страна. Я, кажется, сейчас заплачу. Бля, какая дичь. Нет, ладно, я не буду плакать. Вообще просто, когда думаешь об этом в категориях того, что ты не можешь приехать. Господи, я звучу как дед, но это реально супер сложно. Потому что, блин, это моя страна, я пипец как люблю, я там выросла, и вот я, блядь, здесь. Точка. Я покурю еще.